Приветствую вас на своем втором канале. Сегодня расклад, тема для которого пришла абсолютно буквально только что. Но сказали, что нужно посмотреть. Думала делать несколько вариантов, но в последний момент показали, как нужно сделать расклад. То есть будет один вариант. Хочу посмотреть, как проходят чистки у ваших недоброжелателей и как на них отражаются ваши чистки. Итак, давайте посмотрим, что делал ваш недоброжелатель такого, из-за чего побежал чисточки заказывать у разных практиков, к одному, ко второму, к 50-му. Прям август у нас месяц чисток, да? Немножечко и июль захватил. Что же он такого вам сделал, ваш недоброжелатель? На ваш успех влиял, на вашу реализацию. Забирал ваши блага. Это кратники, здесь стяги были, обращения к определенным силам. Здесь человек хотел, чтобы вы боялись двигаться вперед. Человек садил вас в болезни, ментально на вас влиял, лишал вас возможностей. Хотел, чтобы вы их не использовали. Этот человек хотел, чтобы вы чувствовали себя неуверенно, при том, что у вас многие пути и дороги открыты. Хотел, чтобы вы страдали и в грусти пребывали. Он с вами соревнуется. Соревнуется этот человек и, видимо, позади вас, и, соответственно, у соседа трава зеленее, и он достоин того, чего ему не дано, а у вас есть. Здесь человек делал так, чтобы вы воевали с окружающим миром, чтобы вы сидели в каких-то рассорках, в каких-то выяснениях отношений с кем бы то ни было, но не двигались по своему пути реализации. Здесь ваши материальные блага человеку не дают покоя. Человек перекрывал вам дороги. Здесь может проходить не один персонаж. Их может быть в раскладе и несколько выстрелит. Человеку не хотелось, чтобы вы куда-то ездили. В стагнации, чтобы пребывали. Чтобы у вас были ненужные траты, денежные потери. Чтобы вы переживали насчет денег. В общем, чинил препятствия, куда только мог всунуть свой нос и дотянуться. Вы знаете, здесь проходит человек такой, а что бы еще сделать? Посидел, почитал, и вот это сделаю, и вот это сделаю, и вот тут отберу, и вот тут вот уничтожу. Смотрите, здесь уже показано нам два человека. Здесь выходят короли. Два мужчины. Но также есть и женские энергии.
Один из них может, работа связана с передвижениями, а второй пытается создать вокруг себя шлейф того, что он очень авторитарная личность, что он ответственный, что он готов брать на себя обязательства, быть чьим-то покровителем. Также здесь еще, знаете, что могли делать? На то, чтобы вас не уважали окружающие люди, чтобы они от вас отворачивались. Если ваша работа связана непосредственно с потоком людей, то полностью его вам перекрывали. Закрывали от вас ваши блага, вашу радость. Людям не нравится, что вы чистосердечный человек. Вот хочется сказать, вот ваши недоброжелатели, они прямо вам в рот заглядывают. А что вы едите? Вплоть до этого, серьезно. Эти люди не понимают, как можно жить счастливо без сплетен. Это вот переносчики заразы. То есть без сплетен они не проживут. Здесь мужчина мог обращаться к другому мужчине за подмогой. Один не тянет, видимо, то, что начитался, не хватает. И здесь мужик, который хочет забрать, видимо, уже один раз получалось, хочется ему отобрать ваш ресурс, привороты на ваш ресурс делаются. Здесь мужик, недолюбленная маленькая девочка, который соревнуется с женщинами. Он им таким образом мстит. Сплетничает хуже женщины, сразу могу вам сказать. Сплетни о вас разносит, кому не лень, просто кому не лень. А потом удивляется, почему у него схлопывается все. Действительно, от чего же это? Человек еще, знаете, что этот мужик завидует вашей семье, вашему дому. Если он не в курсе, ему прям хочется засунуть в нос, а какой у вас ремонт, какая у вас техника. В квартире вы живете или на участке, у вас собственный дом, 3, 2 этажа, 1. Чей это дом? Переписан ли он на вас? Вот серьезно. Возможно, этот человек пытался к вам как-то приехать, назначить встречу, но вы от него отвернуты. Если даже он и хочет, то все пространство, ему перекрывает пути дороги к вам. Вы под защитой. И еще проходит такой момент, как то, что этот человек недавно вышел из отношений. От какой-то женщины он просто бежит. Бежит без оглядки. Она ему остоебла. Вот прям это слово идет. Женщина, которая раньше приносила стабильность. То есть это жена, сожительница, мать, либо если сестра, значит сестра, которая мозги всегда промывала, то есть навязывала свою точку зрения. Там уже смотрите сами под себя. Здесь проходит мужик. Мужики. К кому-то ездил. Вот этот мужчина к кому-то ездил заказывать работы на вас. Забирать перекрывать вам финансовый канал и забирать на себя все это. Вот так вот.
Это то, что он вам делал. Теперь давайте посмотрим, как у него сейчас... что он получил за вот эти деяния свои, да? И потом посмотрим, как у него сейчас жизнь складывается. Как выгребает. Итак. Знаете, все-таки хочется мне посмотреть еще такой момент, как вот эти его все махинации на вас подействовали. А вы под защитой высших сил. Вас окружают люди, которые искренне к вам относятся. У вас прям премии, подарки от людей, от вашей семьи. У вас, наоборот, идет в пространство, к вам идут люди, которые с вами на равноценных энергетических обменах. Это друзья, товарищи, знакомые, муж, жена, семья, родственники, родители, допустим, если вопрос с родителями, родители вас понимают, поддерживают. Муж, жена то же самое поддерживает. Друзья, подруги. Я же говорю, даже... Вот понимаете, у вас идет такое в пространстве, как будто вот вы куда-то зашли, лотерею выиграли, понимаете? Там, допустим, вы там 100-й покупатель, вам какие-то плюшки идут. Вот, к вам... вот у вас на пути попадаются достойные люди. Понимаете, дойдет до того, что даже таксист окажется довольно начитанным человеком и очень приятным в разговоре. Опять же таки, банальный пример. Вот вы пойдете в какой-то магазин, зайдете именно тогда и в тот, где будет обязательно хороший человек-продавец, а не быдло хамское. Ну, вот такие моменты. Здесь вы под защитой высших сил. Они наблюдают за этой ситуацией, они смотрят на вас и как бы всю эту ситуацию оставляют, ну, не дают вообще ничему пройти в ваше пространство, потому что у вас здесь свои дела. У вас свой момент и путь. И они больше заинтересованы в том, куда вы движетесь, а не в хотелках вот этого недомужика. Так, теперь давайте посмотрим, что в его жизни такого произошло, из-за чего он побежал чиститься. Мог кого-то потерять из близких, мог потерять свой бизнес, каких-то выгодных партнеров, в том числе этот мужчина еще с женщинами, только в том случае, если они ему выгодны денежно. Допустим, она прописку может дать, там какая-никакая есть хатка, где он живет. У него крах, разочарование, он может, знаете, как поклонялся этой женщине, либо поклонялся тому делу, бизнесу, которым занимался. Все это разрушилось. Прям в отчаянии данный человек находится. Ну, давайте посмотрим. Поклонялся изо всех сил. Знаете, здесь как поклонение Мамоне. Да, поклонялся. Здесь человек рассчитывал на какое-то наследство, подарок, знаете, как либо присоединение бизнеса, либо что он где-то у кого-то отхапает квартиру, либо какую-то недвижимость. В общем, что-то стабильное. Для него это было очень важно. Вот знаете, такое впечатление, что взял в кредит и еще его выплачивать лет 200, а ему уже это приходится с кем-то делить, и это же мое. Да нет, оно еще не твое, ты вообще в кредит взял, ты на это не заслужил просто-напросто. Он помешан на вещах. Вот понимаете, вот на вещицах помешан. Очень.
Знаете, такой жлобяра. Это мое. Все мое. Так. Возможно, пытался выстроить либо, опять же таки, бизнес, что-то стабильное, либо семью. Думал, что его ожидает согласие, веселье, все ему там будут поклоняться. Что он будет победителем. Что как будто, что он не скажет, все будет исполнено. Это в его понимании согласие в семье. Это для него означает, что он кого-то там победил, он на пике успеха находится, на вершине славы, он считает себя мужчиной. Он явно ожидал либо же от какого-то партнерства, работа, либо семья, смотрите сами, у кого как проиграется, он ожидал, что все, я достиг максимума, здесь меня ожидают только подарки от Вселенной, они будут сыпаться мне в руки. А получилось, что решил взять не свое, видимо, привык жить на чужих ресурсах. И начала сыпаться и та несчастная, извините меня, халупа, которая, ну, почему-то он считал, что у него что-то там как бы все есть. Вот этот человек еще находился в таких отношениях, где пара могла на публику играть, мол, у нас все хорошо, все замечательно, а по вечерам напивались и били друг другу морды, понимаете? Главное, чтобы никто об этом не знал. Наград ожидал от того, что вам сделал, прям сверх меры. Знаете, еще ничего не случилось, а он уже себе понапридумывал о том, какой он победитель. Возможно, этот человек делал на вас и привороты, но здесь больше приворот на ваш ресурс идет. И еще хотел, знаете, чего возможно? Подавить вашу волю, чтобы вы в этом человеке видели, то есть где-то там он потерял статусность и решил, что через воздействие на вашу психику он сделает так, что вы сами к нему придете и будете ему поклоняться, а он будет, знаете, такой либо на двух стульях посидит, либо и там ухватит, и тут ухватит. Этот человек искусственно хотел в вас вызвать любовь к нему. Да, но его больше интересуют ваши доходы. А с кем вы там в браке? А какой у вас бизнес? Для него разрушить семью вообще не вопрос. Какой у вас заработок? Повторюсь, какой у вас дом, либо квартира, машина, одна ли, две ли их у вас? А вдруг 3? И 4 еще в СТО стоит. Понимаете? Как вы живете? Здесь человек помешан на материальщине, ему обязательно нужно знать... А вы такую же колбасу, как он, покупаете? Либо же что подороже вы покупаете для себя из этого ассортимента? Вот серьезно. Он думал, что он вас вот таким образом прогнет с помощью магии и начнет отхапывать ваш ресурс. Да, здесь человек хотел, если вы в браке, разрушить ваш брак с достойным партнером. Если вы в дружбе находитесь, да, в каких бы то ни было отношениях, ему вообще срано. Заказывал весь ассортимент, как говорится.
Почему? Потому что нужно, чтобы вы остались одни, а вы знаете, как поступают, да, нарциссы, манипуляторы, они исключают из круга своей жертвы всех людей, которые могут каким бы то ни было образом вам помочь осознать, что это мразь, а не вот эта красивая упаковочка, которую он из себя представляет. Здесь, в принципе, та же схема. И получилось так, что ничего у него не получилось. Он сам оказался в состоянии жертвы, и от него отвернулась и удача, и фортуна, скорее всего. Знаете, здесь еще проходит такой момент, возможно, думал, что что-то достанется от родительского дома, а сестра загробастала все. Может и такое проходить. И пошли раздоры в семье. Здесь прям дележка имущества при разводе может тоже проходить у человека. Итак, вот он хватанул, и он же уже решил, что он у нас знающий, практик, маг, скорее всего. Давайте посмотрим, как проходят у этого человека чистки. Как проходят у него чистки? Очень много приходится отдавать сил, много напрягаться, где-то даже ломать себя. Возможно, какие-то посты выдерживает. Очень человека заряжает сам факт того, что я сейчас почищусь, и мне все сойдет с рук. У него прям энергия добавляется от одной мысли, что вот сейчас мне все привалит, я заберу. Ну, то есть о вас он думает. Я сейчас уже все забрал, работа сделана, оплачена, как бы, ну, мастер классный, мне же посоветовали. Как проходят его чистки? Здесь высшая сила никакой чистки не допускают. Здесь определенная сила приходит наказывать с мира темных и с мира мертвых тоже. Мертвые даже уже нет. Здесь человек окунулся в чернокнижие с вызыванием определенных демонов. Вот. Также здесь человек мог бегать в храмы, брать святую воду на перекрестке, таскать, зачитывать всякую ерунду в храме. Но мы же с вами знаем, да, те, кто реально в потоке, те, кто в теме, кто сейчас на самом деле находится в храмах. Эти люди туда бегут. Это их карма. И вот определенные силы, наоборот, приходят с наказанием. Он с чистками думает, что чистится, а его еще больше накрывает. Его заставляют отыскать себя, раскаяться. Здесь человека учат тому, что он должен отречься полностью от всего материального. Ну, естественно, вот эта жмотина этого никогда в жизни не сделает, потому что такие люди считают, что когда у них есть деньги, у них есть какая-то власть. Они не понимают, что такое истинная власть. И никогда не поймут, потому что ее им в руки никто никогда не вложит. Такими людьми всегда будут пользоваться. Знаете, без лоха жизнь плоха. Вот это вот красная надпись на лбу вот у вашего недоброжелателя. И люди определенного ранга считывают на раз-два энергии вот этой сошки. Здесь, конечно, никто не будет не раскаиваться, не отрекаться от материального. Его просто этого лишат. Да и все.
у него, он не хочет проходить трансформацию, уже силы просто гнут, а он нет, я не хочу проходить трансформацию, нет, нет, не хочу, не буду, упирается изо всех сил, всеми возможными путями, практиками, всякими ритуалами, хочет отсрочить свою кончину человек. У него уже перекрыты все финансы, семейные вопросы. Здесь семьи у человека никогда не будет. Слово совсем. У человека нет и не будет, да и не было истинных друзей. Потому что он не умеет дружить, он умеет только пользоваться. Вот ты мне чем-то выгоден, ну вот тогда я сделаю вид, что ты для меня лучший друг. Вот. Мужик этот думает, вот сейчас еще что-то сделаю, вот сейчас уже мне поможет, вот чисточку, вот еще что-то, а ему наоборот больше и больше прикрывают тот или иной вид деятельности в жизни. Просто схлопывают все пространство, куда бы он ни оглянулся, на что бы он не переключился, пытаясь убежать от этой трансформации, его все сильнее и сильнее в эту трансформацию затягивает. Здесь человек может пить, гулять, употреблять наркотики, веселиться с друзьями. Здесь мужчина слабый напередок. Проститутка, проще сказать. Он, знаете, как поехал, заказал и сразу же бухать, праздновать. Вот все вот получилось. Поехал, почистился, опять праздновать. Ни черта не получается, опять праздновать, бухать. Да, у человека обманутые ожидания. Его предают друзья, окружение его предают на работе, по договорам. Его предают все и вся, и везде. Я же говорю, пространство просто схлопывается. Здесь человек разочаровался в какой-то женщине, однозначно. Может быть, это его мать, либо его там жена, сожительница. Он понял, что эта женщина на него магичит, что есть много тайн. Возможно, что эта женщина, помимо того, что спала с ним, спала и еще с тем, у кого побольше денег, чем у этого персонажа. Либо эта женщина просто им манипулировала. Да, здесь все по справедливости. Слушайте, здесь всплывают все его тайны, я вам хочу сказать, ребята. Здесь всплывают все оморочки, все манипуляции, вся его ложь, где он когда-то кого-то обманул, кого опрокинул на деньги, на кого делал магию, кому изменял. Вот всплывает вся грязь об этом персонаже. Все, что он прятал от глаз, от ушей других людей, все выходит наружу. И это по справедливости. Здесь сама судьба так распорядилась привнести вот такой закон в его жизнь, да. Таким образом, высшие силы пытаются его научить. А чему пытаются научить? Они пытаются ему донести, что, дружочек, ты не думаешь, что если ты побежал на кладбище, потому что тебе кто-то что-то посоветовал, что тебя никто не видит. Все тебя видят, все о твоих мыслях и о твоих похотях, о твоих комплексах, страхах. Все знать теперь будут даже в твоем окружении. Мы теперь это будем выносить даже в понимание тех, кто тебя окружает. Ты власти хотел? Шпионил за кем-то? Здесь человек, который вынюхивает секреты, а потом ими манипулирует, лжет на другого человека и кайфует от того, когда другие ругаются. А еще этот человек находится в больших страхах. Знаете почему?
потому что он знает, что за ним как будто по пятам эта справедливость идет, и у него мания преследования пошла. Возможно, этот человек вляпался в какие-то неблаговидные ситуации, где ему действительно, ну, другие люди угрожают расправой за его подставы с деньгами. Еще здесь у человека идет такое помешательство, что вот если я не думаю о проблеме, проблемы не существует. Опять же таки, вместо того, чтобы проходить трансформации, мы лучше пойдем повеселимся, наполним кубок своего дебильного эгоизма и как бы... Знаете, как страус голову в песок, а то, что его в попку имеют все, кому не лень, ну, это так уже детали. Вот здесь вот такой человек. И вот такое вот наказание ему. И вот так вот проходят его чисточки. Да и жизнь. Итак, скорее всего, что сейчас мы будем смотреть следующего персонажа. Видимо, из той же оперы, который ваши ресурсы на себя тянул. Нет, ребятушки, здесь уже показывают, как, что вам идет. Хотя я хотела посмотреть, как то, что вы чиститесь, работает на вашего недоброжелателя. Но здесь больше мне идет уже в дороге какое-то послание к вам от порядочного, сердечного. Знаете, как истинного друга, от мужчины. Для кого-то из вас будет вот реально новость от адвоката о неожиданном наследстве. И эта новость уже вот, она в пути к вам. Второй момент. Здесь может проходить, знаете что? Новости о том, что кто-то сделал на вашу пару. Ну, заказывали. Если вы в отношениях, либо вы, допустим, ругаетесь с вашими друзьями, с которыми, ну, было понимание, и потом на пустом месте просто не понимаете друг друга, идет ругать. И такое может проходить. Но я вам хочу сказать, что еще здесь может проходить момент, когда вы узнаете, что работа мастера не легла. Или о том, что кто-то когда-то вас с кем-то развел и сейчас наказан. Вот прям как новость будет, может, о смерти кого-то. Я спрячу эти карты, потом, возможно, они где-то выпадут, и будет это все как-то более точно разъяснено. Кто-то здесь еще с вами хочет поругаться.
Может быть, какой-то человек в ваше пространство захочет попасть для того, чтобы повыяснять отношения, но этот человек магически на вас влиял. Он хотел, чтобы вы сделали выбор в его пользу, либо дружили с ним, либо к себе приблизили, либо вообще по нижним чакрам вас притянуть, привязать. Выяснять хочет что-то. Так, а ну-ка я отложу вот эти карты пока. Хочу посмотреть, как ваши чистки отражаются на вашем недоброжелателе, да, вот то, что мы и планировали смотреть. Человек деградирует, особенно в том вопросе, что касаемо сотрудничества с другими людьми. Да, все, что касается дел, обмена, договора, обмен, знаете, в каком плане? Услуг, финансов, документов важных каких-то. Большие, ну, просто огромнейшие проблемы идут. Разрушения. Договора срываются, дела не идут, никто не хочет сотрудничать. Ну, здесь мир мертвых это все закрыл. Вот так вот. Заставляют человека таким образом задуматься о том, ну, куда ты полез. И здесь кто из вас чистки проводил, очень хорошо все. Здесь человек в одиночестве, вечно в бдительности, за то, что бегал по кладбищам, либо заказывал такие работы на вас. Его как изгоняют из социума, понимаете? Просто изгоняют. Итак, мне интересен вот этот момент. Что же здесь еще хотят передать? Вообще все как-то не по плану идет, ну да ладно. Давайте смотреть дальше. Слушайте, здесь человек может, знаете, что планировать? Приехать к вам и рассказывать, что это вы виноваты в том, что у него все посыпалось. Это не он виноват, что он манипулирует, что он живет, как, извините, гнида последняя, в свое чрево запихиваясь. Жил, точнее, уже не получается. Здесь человек обижен, что его крадники не работают. Понимаете, вот, ну, уровень развития вообще. Чистки, говорят, не получаются, ничего нового не получается. Вот ты виновата, все плохо, все ужасно, а у тебя есть туз пентаклей, и ты королева пентаклей, и семья у тебя есть, и деньги у тебя есть, и все у тебя есть, и, короче, ты такая-сякая, что я здесь получил по башке за свое гадкое отношение и к людям, и он не только вам гадил. Этот человек дно просто-напросто, понимаете? Приедет, будет рассказывать: ой, меня оклеветали, у меня такой кризис из-за того, что все, что обо мне говорят, ложь. И я... знаете, что еще? Он может делать вид, что у него все стабильно, что у него есть деньги. Вот что. Создавать эффект, знаете, а-ля принца на белом коне. Что он к вам здесь примчался, и посмотри, какой я замечательный. Вот этой вот амбразурой будет перекрывать факт о том, что у него просто трындец в жизни. Так.
Вот как чистки у человека проходят. Чистится вообще нормально так. Его, знаете, как зачищают свыше. Обращается к магуям, к разным. Ну, да, обращался. Девочки и мальчики, вот я вам говорю серьезно, для кого-то из вас проиграется так, что вы получите известие о смерти вашего недоброжелателя. И что смерть это произошла где-то либо в дороге и как-то, ну, жестко, либо кого-то прирезали. Либо, знаете, как лег на операционный стол, типа сделать операцию здоровья, подправить, а из комы не вышел. Ну, то есть не из комы, а из... Ну, значит, кто-то вот в кому впадет, может, в аварию попадал, в кому впасть и не выйти из нее. Но также здесь проиграется появление этого человека в вашем пространстве. Будет, знаете, как... Вот, а вспомни, как нам было хорошо, как все было замечательно в прошлом. Человек хочет, чтобы вы в воспоминания окунулись, и чтобы вы перестали быть королевой мечей. Короче, мороки на вас будет накидывать, ложь, бред сивой кобылы. Вот это от него можете ожидать. Но я также повторюсь, по сочетанию еще этих карт, реально для кого-то вот кто-то как вот действительно не выйдет из комы, кто-то не переживет операцию из ваших недоброжелателей. И, возможно, вы начнете вспоминать там, да, что, как было. Ну, просто в воспоминания о человеке окунетесь. Либо же здесь человек появится для того, чтобы сменить ваш гнев на милость. Человеку хочется, чтобы вы о нем тосковали. Слушайте, вы освобождаетесь от этого персонажа при любом раскладе. Если он появится в ваше пространство с вот такими лживыми началами, его тут же завернут высшие силы. Если вы, тем более, если вы еще поддадите угля с помощью своих чисток, ну, вот там точно и новость придет следом за этим. Здесь меня смотрят люди, которым нельзя лгать. Но ваши недоброжелатели в это не верят. И не поверят никогда. Они не понимают, что даже за это они себе сейчас, в данный момент, наворачивают просто огромнейшую карму. Так, это я хочу убрать. Теперь на арену выходит король мечей, который при власти, при законе, он при полномочиях, он благоразумен, управляет другими. У него есть даже политические интересы. Занимает какую-то высокую должность. И здесь либо встреча с таким человеком, либо вы можете обратиться к кому-то, прийти к нему, допустим, в офис на консультацию, да? Вот этот человек какую-то стабильность вам несет. Причем с ним будет легко, несмотря на то, кто он есть. И тут же рот выпадает. Слушайте, возможно, вы с кем-то встретитесь, ребятки. И впоследствии вы можете выстроить с этим человеком семью. Но я вам хочу сказать такое но. Да, вас, ваши рода соединяют. Ваш род и его род. Но все будет зависеть от вас.
Этот человек прислушивается к внутренней интуиции, к собственному глазу. Здесь человек, который тоже непростой и необычный. Говорю вам сразу. Этого человека не так. Вас, его род ведет к нему, в его пространство. Вот его родовая ветка ведет. А почему вас род решил? А потому что вы вместе с ним сможете многих высот добиться. Вы очень подходите друг к другу. Вы вместе — это сила семерых. Если он практик, к примеру, и вы практик, вы вдвоем даете силу семерых. Чем выше вы растете вдвоем как пара, как супруги, как семья, тем просто громаднее, все больше и больше радиус вашего действия на планете Земля. Что бы еще такого посмотреть здесь? Слушайте, так интересно вывернулась по потоку, как бы я не планировала. Давайте-ка посмотрим, а что это за человек? Мальчики и девочки, если мальчики, кто смотрит, для вас девочку ведут, девочки для вас мальчика ведут. Вы этого человека определите четко из пространства других людей. Знаете, каким образом? Этот человек будет приносить удачу и фортуну лично вам. До этого вам попадались люди, которые только хапали ваши ресурсы, воровали, крали, обманывали, манипулировали. А здесь человек несет вам. Он очень много чего вам принесет. Вы прям заметите, насколько четко и быстро меняется ваше пространство с его появлением. У вас будет обмен усилиями, что-то вы вместе над чем-то можете работать, трудиться. Ребят, для кого-то элементарно вы встретите классного адвоката. Но это тоже не просто так, понимаете, вы встретитесь. Этот человек должен вам помочь. Как пример, либо же достойный руководитель, кто устраивается на работу, я вам хочу вот так еще сказать. С этим человеком у вас будет полнейшее согласие. Опять повторюсь, вы вместе над чем-то будете работать. Вы его узнаете, вы его просто вы его увидите. Только не глазами, вы увидите его сердцем. Итак, вот помните, мы смотрели на вашего, с чего мы начали? С вашего недоброжелателя. Вот я вам даю гарантию, этот человек только появлялся в вашем пространстве, у вас могло что-то ломаться, что-то идти под откос из ваших дел, проседать начинали финансы. Тут с точностью все наоборот будет с вот этим мужчиной. Меня знаете, какой еще вопрос интересует в таком моменте, который вот здесь у нас вскрылся? Что ваш род думает по этому поводу, что вот так вот, понимаете, я здесь четко вижу, что родовая система этого мужчины прямо вас ведет к нему.
Что ваш род по этому поводу думает? Вы должны верить. Намеки вам будут, подсказки от Вселенной вам будут. Вы с этим человеком обретете попытку на что-то новое в любой сфере, кем бы он бы там вам ни являлся. Знаете, как он вам принесет надежду в трудной ситуации, в какой-то неприятности. Я же говорю, здесь для кого-то адвокат проигрывается. Сейчас я еще кое-что все-таки посмотрю. Для кого-то здесь этот мужчина шанс выйти из ситуации, где вы либо прокручивали, либо вы находились в неприятных отношениях, возможно, с этим недоброжелателем, о котором мы говорили вот в этом раскладе ранее. Возможно, это какая-то ситуация, да что угодно, короче говоря, да, люди, которые вот неприятные. Может, вы уже и в скуке пребывали, и отвращение к противоположному полу испытывали, какая-то неприязнь из-за неудачных, допустим, партнеров, да, недостойных. Что незнакомство вечно подвох. Ну, вот такая ситуация могла быть. Здесь для кого-то выход из старых отношений, получается, вы, возможно, долго сидели, да, прорабатывали себя, находились в одиночестве, боролись с этими крадниками. Да, здесь вы одержали победу над вашими недоброжелателями. Здесь из вашей родовой системы мужчина на определенных вибрациях и при статусе в определенных кругах. Давайте я так скажу. Он из вашего рода. У него власть. Он вам помогал пройти вот эту вот ситуацию с бывшими партнерами, с бывшим работодателем, с тем, что у вас не получалось выстроить свой бизнес, да, допустим, одолеть все препятствия, он вам помогал. Момент следующий. Об этом мужчине никому не трепитесь. От слова совсем никому. Есть только вы и этот человек. Даже если это классный адвокат, пока не завершится дело, не рассказывайте подругам, соседским бабкам, чтобы вообще никто ничего не знал и не слышал. Вот это как предупреждение вам идет от вашего рода. И будут люди, которые попытаются вот этот шанс забрать. Но здесь у вас защитник стоит, и я сказала бы тем, кто решит полезть, Боже, вас упаси это сделать. Вы сразу же на лифте, который будет падать, не ехать, он будет падать с очень высокой высоты, а вы будете внутри этого лифта. Ну, а там, вы же знаете, умалишенные, они ж ни черта такого, предупреждения не воспринимают. Они видят, о, можно что-то хапнуть, буду хапать. А потом чисточки. И думают, что им все сойдет с рук. Нет, то не сойдет вам ничего. Не работают, вот вам сегодняшний расклад, отличнейший пример. Не работают чистки. Что вы хотите счистить? Бумеранг? За ваши же деяния, за ваши же посылы во Вселенную. Ребят, давайте уже, да, выходите из вот этого возраста детского сада, взрослейте. Этот человек будет иметь очень большую значимость в вашей жизни. Даже если это хороший адвокат, вы выигрываете дело, к примеру, да.
он, вот вы его запомните, потому что вы будете знать, что вот есть человек, который не, знаете как, не только деньгами, да, руководствуется, не только какими-то там вот материальными моментами. Здесь человек слова и дела, здесь достойный человек. И где-то вы даже, ну, будете смотреть на него и равняться. Вам его качество характера очень понравится. Он вас приведет к росту. Этот человек вам поможет что-то просчитать в каком-то вашем деле, понимаете, в какой-то вашей ситуации. Вот он реально вам как спасательный круг. И вот смотрите, выпадает здесь параллельно у вас вот от короля пентаклей фальшь, обман, башня. Это, как я и сказала, либо разрушенные отношения здесь бывшие, либо вы судитесь с этим же бывшим, либо у вас какой-то вот работодатель, вы с работодателем можете судиться. Вот этот мужчина вам поможет вот этого короля пентаклевого, как-то знаете, и всю ту горечь, которую вот этот вот принес вам, просто и крадники он приносил, понимаете, в вашу жизнь, и разрушения, и вашу власть, ваши защиты снимал, вашу власть забирал, фортуну, удачу вашу крал. И считал, что он всего добился сам. Понимаете, вот этот мужчина прям как, ну, вот этого просто снесет. За его фальшь, за обман, за вероломство. Да, смотрите, и тройка мечей. Он его просто расшибет в лепешку. Ребята, у кого актуально с адвокатом, я вас поздравляю. Таких, ну, не очень много. По своему опыту я вам скажу сразу, таких реально не очень много. Но, если они есть, то вы как будто бы понимаете, что все-таки, вот знаете, есть вот справедливость в этом мире. Вот приятные ощущения вот такие люди создают. И оставляют приятное послевкусие общения с собой. Кем бы он, этот человек, вам не оказался в будущем. Но я вам хочу сказать так. Если здесь вы встречаете нового мужчину достойного, здесь ваш бывший будет переобуваться в воздухе, ну, эдак раз 1000. И потом еще вдогоночку. Здесь этот мужчина как-то конкретно просто вдвинет его. И дело в том, что этому всему будет помогать еще ваша родовая ветка мужская. Вот это расклад, ребята. Я просто в восторге. Я хочу посмотреть, знаете что? Оставлю я вот эту карту. Меня подначивают спросить. Смотрите, вот здесь будут из вашего рода, из рода этого человека однозначно будут. Там, ну, не становятся вот такими просто так, без поддержки рода, понимаете? Здесь будут попытки влезть в ваши отношения, помешать вашему союзу, каким бы он ни был. Там дела, как я уже сказала, судебные вопросы, да, либо же это личные отношения. Будут лезть, но там колоссальная защита будет стоять. Она уже выставлена, потому что этот человек уже прописан в вашем пространстве. Причем вашими родами, и его, и вашим родом. Два рода хотят посотрудничать, все. Все остальные просто нервно закурят в углу. На вас будут нападать, поверьте мне, особенно если ваши недоброжелатели подсмотрят вот этот расклад. Или подобный, да, и поймут, что вам там светит что-то колоссально хорошее. Что будут получать? Вот даже просто за мысли, за какой-то негативный посыл в ваш вот этот вот союз, сотрудничество, либо содружество, они будут натыкаться на защиты.
причем на очень мощные. Их я уже описала, повторяться не стану, да? Что будут получать? Дьявола, все. Тут стоит 15-й аркан на защите, ваш род стоит, 15-й сзади прикрывает и говорит: привет, Андрей, ну где ты был, ну обними меня скорей. То есть я скажу так, ребята, я же сказала, лифт падает с огромной скоростью, ваш недоброжелатель в этом лифте мечется. Особенно в этот момент у них очень видиано может развиться клаустрофобия. Вот на физике даже так проиграется. Знаете, как будут задыхаться в каком-то маленьком помещении. Возможно, кто-то из них даже сляжет в больницу и маленькая палата. Но по энергетике этот человек будет просто скатываться. То есть тут моментально, ну о чем здесь говорить дальше? Будет встреча и смерть, оперный балет. Вот это джекпот. Господа, что-то с этим человеком вы должны сделать реально глобальное, в больших масштабах. И у вас на защите и темные, и светлые, и родовые силы, и мир мертвых, и мир темных. И давайте тогда я посмотрю, я оставлю эти карты. Слушайте, это, ну это просто шик. Это, идите, не бойтесь, вы под защитой. Кто бы вам там что ни делал, если раньше в ваши отношения кто-то мог влазить, мама там, свекровь, сестры, друзья, шалавы вашего якобы мужа, да, или же мальчики в вашей ситуации, когда девочка на поблядушках с вашими друзьями, ну, переворачивайте на себя. Все, это все под замком. Здесь не такой человек, здесь человек себя не разбазаривает на мелочи, даже не обращает внимания на нестоящих людей. И здесь, я же сказала, здесь человек слова и дело. И, соответственно, на ваших с ним отношениях стоят колоссальные защиты. Давайте я посмотрю еще такой момент, какие защиты будут от светлых сил. Смотрите, защиты идут от темных, от мертвых, от рода, а светлые силы, вот понимаете, вот карты только, дополняют. Что я здесь вам могу сказать? А светлые силы вам будут привносить такие моменты, когда вы что-то с этим человеком будете начинать, новое дело, но там будет какое-то новое изобретение, инноваторский подход к решению задачи, к примеру. Это принесет вам колоссальные плоды. Это и для рода вашего, и для рода этого человека будет просто колоссальное наследство на будущее. Для будущих поколений, возможно, даже для будущих поколений в размерах земного масштаба. Не по стране даже вы будете, вот что-то важное сделаете. Да, ребят, вам, знаете, как... у вас будет легко это делаете. Вы под защитами ангелов будете находиться. Легко, ясно будет все проходить. Да, будут где-то адаптационные моменты к новым энергиям. Но весь негатив как-то смягчится, понимаете? Гармония будет. Вы исцелитесь, этот человек исцеляется тоже через вас. Свои уроки проходит. Счастливые изменения вас ожидают, новые энергии. Вот энергии действительно новые, придется как-то, знаете, где-то и себя поменять. Ну что здесь, ребят? Давайте совет вам. Не хочу всю колоду дальше докладывать. Совет вам буквально 3 карты. Если что-то не понравится, я уточню. Совет вам на данный момент. Смело действуйте. Где надо, выскажитесь. Покажите свой гнев. Выставляйте защиты, обороняйте свои позиции. Показывайте свои способности. Ловко манипулируйте ходами, дабы ваши недоброжелатели сами заблудились в том лабиринте и в тех ловушках, которые выстраивали вам. Импульс ярости идет, не сдерживайте его. Покажите себя.
Если приходят к вам с мечом, рубите, разрушайте. С кем нужно, воюйте. Вас ожидает победа, ясность и успех при любом раскладе. Ваши враги-недоброжелатели понесут наказание. Наказание будет идти по закольцовке. Из одного, вот еще чуть-чуть выкарабкаюсь, следующая проблема. Итак, в зависимости от того, что и какой ваш недоброжелатель вам там делал в вашей жизни. Это касается не только того, кого нам показали в начале расклада, здесь касается абсолютно любого вашего недруга. Все, на этом я буду. Здесь маг, практик. У вас будут новые цели, вы будете руководить своей судьбой, кармой и много чем еще. Для эзотериков здесь выход на новый уровень, а колоссально новый уровень. Возможно, вот этот вот король, о котором я здесь говорила, это ваш, может быть, и духовный учитель. Но я вам говорю серьезно. Ребятки, меня же смотрят разные, да, 3D, 5D и тому подобное. Я все это осознаю. Не путайте грешное с праведным. Естественно, если вы скотски поступали и магией, влияли на волеизъявление других людей, к вам придет пространство, да, но далеко не с этими качествами человека. Хотя вам покажется, что с этими. Попробуйте это обойти. Еще больше узлов на своей шее накинете. Но я же знаю, что вы мне не поверите. Такие, как вы, мне никогда не верят и в итоге делают. Все равно делают и закапываются. Ну а тем, кто услышал этот расклад, сидел, слушал и понимал, мать твою, ну вот, наконец-то, все, да, это явно про меня, потому что я, как бы, да, были искушения, я тут не аленький цветочек и не ромашечка. Я прекрасно осознаю свои темные аспекты, светлые аспекты, но по сути старался жить по кодексу. Если где-то не получалось, я пытался это сгладить, я пытался это искупить, изменить ситуацию, где-то с кем-то наладить отношения, у кого-то попросить прощения. И отрабатывал. Я вас поздравляю. Вы в 5D. Всем удачи.